Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное восточное лакомство. Это халва из семечек подсолнуха. Готовится очень просто. Нам понадобится 500 грамм семечек очищенных. Их нужно на сковородке на среднем огне обжарить до золотистого цвета. Я их высыпаю на противень, выстеленный пекарской бумагой, чтобы они быстрее остыли, семечки. Пахнут они изумительно. И теперь нам нужно измельчить семечки. У нас должна получиться маслянистая масса, такая плотная, как глина. Я это делаю в 3 захода, у меня все не умещается в мой блендер. Можно также это сделать при помощи мясорубки. У меня не получилось сразу сделать эту массу маслянистую, поэтому я добавила чайную ложечку растительного масла. Теперь у меня все получилось. И так мы делаем со всеми семечками. Вот такая масса у нас получилась. Прежде чем мы начнем готовить сироп, форму, у меня 18 на 18 сантиметров форма, выстилаем пищевой пленкой, чтобы потом готовую халву легко можно было достать из формы. Сироп мы готовим в сотейнике с толстым дном, 200 грамм сахара, 50 миллилитров воды, все размешиваем до однородности, и когда сахар растает, уменьшаем огонь и варим до 120 градусов наш сироп. 1 белок, щепотка соли и чайная ложка сахарной пудры. Все это мы взбиваем до устойчивых пиков. Если у вас нет термометра измерить сироп, можно это сделать, проверив сироп на каплю. Я капаю капельку в воду, и посмотрите, должна получиться вот такая тягучая масса. Сироп наш готов, и тонкой струйкой мы его постепенно вливаем в взбитый белок, продолжаем на большой скорости взбивать белок вместе уже с сиропом. Долго взбивать не нужно, должна получиться вот такая тягучая масса. И сразу в эту горячую тягучую массу мы выкладываем измельченные семечки. Работаем быстро, нужно все это быстренько перемешать, потому что наш сироп с белком очень быстро остывает и становится таким плотным. Готовую массу мы выкладываем в форму. Нужно ложкой все утрамбовать как следует, чтобы наша масса приняла форму квадрата. Делать это очень легко, быстро и просто. Нужно дать остыть массе полностью и потом отправить в холодильник. Хотя бы на 2 часа. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Масса у меня простояла, халва простояла в холодильнике 2 часа. Мы ее достали из формы. Сейчас нарежем и будем пробовать. Режется халва прекрасно. Она мягкая, но держит форму, не сыпется, не крошится. Посмотрите, какой кусочек. Посмотрите, какая в разрезе она красивая. Посмотрите. Она прекрасно ломается, она мягкая, но не крошится. Ну что, пробуем. Друзья мои, это очень вкусно. Нет смысла покупать халву в магазине, когда дома ее можно приготовить очень просто, быстро. Советую это сделать.